Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшнюю трансляцию, посвященную здоровью. Как всегда во вторник, здоровым быть легко поможет вам Андрей Дуйко. Сегодня у нас будет трансляция, которая посвящена ответам на ваши вопросы здоровья. Огромное количество советов традиционной и нетрадиционной медицины, советы по питанию, тибетской медицине, приему препаратов и БАДов компании «Тибетская формула», президентом которой я являюсь. Ну что, последнее время очень много вы пишете мне, и один и тот же вопрос возникает: Андрей Андреевич, есть ли возможность объяснить нам, что делать в случае, если происходит влияние радиации на организм? Я хочу сказать, что, по моему мнению, переживать не стоит. По моему мнению, скорее всего, этого не произойдет, но на всякий случай сегодня бы мне хотелось рассказать, каким образом и как или что делать, что принимать в случае, если есть радиоактивное влияние или влияние радиации на ваш организм. Итак, несколько слов. Радиоактивные излучения, они, как правило, все ионизирующие, поскольку отличаются высокой энергией, способностью ионизировать вещество, отрывать электроны от атомов, образовывая ионы. Таким образом, влияя на белки в нашем организме, происходят сложные биохимические процессы, которые приводят к появлению огромного количества переокислителей и окислителей. Почему? Влияние происходит на воду, как правило, а вода образует 80% в теле человека и образует продукты ионизации, сильные окислители в виде перекиси и гидроперекиси водорода. Все эти соединения, они образуют огромное количество антиоксидантов. Появляются свободные радикалы, которые являются фактически или включают фактически процесс такого тотального и быстрого загрязнения свободно-радикальными соединениями. И взаимодействуют с органическими молекулами, включая ДНК. Отсюда появляется повышенная вероятность рака и генетических нарушений и так далее. Нарушает нормальное функционирование клеток организма, полностью разрушает в большинстве своем их. В крайнем случае такие повреждения клеток могут привести к сильной интоксикации организма, повреждению чувствительных тканей, костного мозга, смерти всего организма, лучевой болезни и так далее. Ну и мне хотелось бы вам сказать, о чем я раньше говорил. Дело в том, что сейчас очень много говорится о том, что может произойти, но не стоит забывать, что свободные радикалы, они появляются у человека, и это является следствием как проживания, как влияния солнечных лучей, как влияния альфа-лучей, которые создают телефоны или телефонная связь. Это облучение радоном, облучение испарениями радона, которые находятся в Земле. Это облучение солнечное. Как правило, человек, который подвергается такому облучению, он фактически должен знать, что количество свободных радикалов в его теле увеличивается, и это происходит во много раз. Таким образом, старение приводит к тому, что появляются свободно-радикальные соединения. И мне бы хотелось сегодня сказать о препаратах, которые фактически могут помочь или защитить человека от радиации. Ну и хотелось бы вспомнить первые препараты, которые использовались у нас в традиционной медицине в Советском Союзе, где я взял информацию, специально информацию я взял на сайтах, связанных с медициной. Сейчас я прочитаю источники. Это последствия для здоровых лиц, участвующих в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, Гуськов и Краснюк. Далее клиническая рекомендация по оказанию медицинской помощи пострадавших и так далее. Далее химическая защита от лучевого поражения, Кудряшов, МГУ имени Ломоносова и так далее. Огромное количество информации, а также есть информация о том, каким образом рекомендовали проводить лечение. И вот что я вам хочу сегодня сказать. Итак, первый препарат — это препарат
О нем я сейчас расскажу. Сценарий применения средств предполагает, что человек заранее знает, что ему предстоит высокое облучение, принимает их за несколько минут или часов перед ним, или сразу после облучения. Принимать их следует спустя несколько часов и так далее. Ну и здесь речь идет о радиопротекторах, их можно так условно назвать, которые имеют яркую способность снижать образование свободных радикалов, разрушать их, предотвращать их образование в клетках. И другие способны снижать доступ кислорода из клетки в клетку. Это, например, вазоконстрикторы, это окситоцин, о нем я сегодня тоже скажу. И тем самым уменьшает уровень активных форм кислорода, усиливающих разрушающее действие активных радикалов. Третьи могут контролировать накопление перекисных продуктов в клетке, ряд ферментов, каталаза, пероксидаза, цитохром С450, антиокислители, тиолаты, биогенные амины. Тоже о них скажу. И на первом месте, конечно же, в советское время ставили препарат, который называется цистеамин. Цистеамин или меркамин или цистамин – это были препараты радиозащитным средством номер один, так как был расположен на сайте Минобороны Советского Союза. И вот что сказано было: ослабляет эффект облучения в 1-1,5 раза. Принять необходимо сразу 6 таблеток до облучения, при сохранении угрозы повторить прием не раньше, чем через 5 часов и так далее. Что это за радиозащитное средство цистамин? Это было средство, которое было аминокислотой цистин, которую мы широко используем, и я о ней широко рассказываю постоянно в своих лекциях тибетской формулы. Говорю об этом постоянно. Я говорю, что свободные радикалы могут объединяться с цепочкой аминокислоты цистин, которая не вырабатывается самостоятельно в организме, вернее вырабатывается самостоятельно в организме, является прекурсором двух аминокислот, это цистерин и цистеин. Между ними появляется вещество цистин, и, как правило, цистерина и самого цистеина достаточно мало вырабатывается, и введение цистина позволяет справляться или иметь ярко выраженное радиозащитное действие, является таким радиозащитным средством номер один, и ряд есть рекомендаций по приему данного препарата. Данный препарат совершенно безопасный. Данный препарат, помимо всего прочего, является антиоксидантом, устраняет свободно-радикальные соединения, выводя из нашего организма в том числе и вещества радионуклиды. Что такое радионуклиды, я тоже скажу сегодня. Сейчас я посмотрю, вообще трансляция идет или нет. Ага, идет, супер. Дякуємо за доброту і душевне тепло, бажаємо здоров'я і радості, дякую. Тетяна Бондаренко, добрий день, Андрій Андрійович. Які препарати порадити? Препарати порадити десь. Порадити для лікування кіфоз грудного відділу хребта другого ступені, дочі 20 років. Зараз я вам все на ці питання відповім. Не переживайте, спочатку давайте основна тема, після цього я буду давать информацию и отвечать на ваши вопросы. Итак, две аминокислоты в свое время в Советском Союзе рекомендовали как радиозащитные средства. Это цистин или же цистамин, было торговое название. Второе вещество называлось B190, в состав которого входила аминокислота индол. Индол мы не производим и не продаем его, а цистин на сегодняшний день мы рекомендуем. Поэтому в случае, если вы загораете на солнце, в случае, если вы живете в местности, где находятся большие слои гранита, в случае, если вы находитесь, как, допустим, в Хмельнике, Винницкой области, живете там, где находятся испарения радоновые или радона, в этом случае вам необходим просто препарат цистин. Также цистин увеличивает возможность сохранения наших белков от распада и так далее. По утверждению производителей фармзащита,
прием цистина обеспечил выживаемость в 90% случаев при получении смертельной дозы облучения и так далее. Дальше, как рекомендовали принимать препарат цистин, принимать 3 таблетки в течение часа перед облучением и так далее. Являлось, для справки, у ликвидаторов аварии ЧАЭС в 1986 году было установлено ограничение на получение дозы 0,25 рентгена, 25 БР, если считать принятых единицах. Около 100 тысяч ликвидаторов военных получили среднюю дозу, там дальше описана большая доза. Есть ряд свидетельств о применении цистина летчиками вертолетов, летающими над реактором, но и есть и работающих в горячем месте на крыше соседнего блока и так далее. И эти меры были адекватны и очень хорошие были результаты. То есть из 140 человек, которые принимали данный препарат, 134 человека смогли обойти появление лучевой болезни. Погибшие среди получивших острую лучевую болезнь в зоне Чернобыльского легендарного врача, ну это сейчас не буду читать и так далее. И здесь сказано, что по подтвержденным данным именно препарат с цистином в большинстве спас им жизнь. И здесь вот говорится об этих препаратах и так далее. Препараты, препятствующие накоплению радионуклидов, выводящие их из организма. Опасность столкнуться с радиационной угрозой в виде радионуклидов — это гораздо более типичный сценарий для простого обывателя и населения в случае радиационных аварий, тем более в случае гипотетического теракта с применением бомб и так далее. Для последней именно распыляемые радионуклиды являются основными поражающими элементами, если не считать панику. Чем опасно и что такое радионуклиды, об этом сейчас я вам скажу. Радионуклиды — это соединение радиоактивных веществ, которые выделяются в виде пара, и, как правило, они имеют определенные, сейчас я найду, тут готовился чуть-чуть, они имеют определенную форму. Всегда готовлюсь, а это что-то куда-то дел файл. Ну что ж такое вечно с этим компьютером. И в большинстве своем, когда происходит влияние радионуклидов, то влияет на металлические формы. Дело в том, что металлические формы способны накапливать и реагировать на влияние радиации. То есть мы поговорили сейчас о том, что радиация может влиять на белки, вызывая большое появление окисления, переокисления, что приводит к появлению свободных радикалов, которые можно устранять с применением препарата цистин. Принимать 3 таблетки 1 раз в день, через 4 часа повторять. Можно принимать до 12 таблеток на протяжении дня и так далее. Но нужно помнить о том, что существует еще и влияние на человека и радионуклиды. И что такое радионуклиды? Это выглядит так. В нашем организме есть металлы. То есть в нашем организме существует большое количество металлов. Это и бромы, свинец, медь, алюминий, кадмий, церий, барий, олово, йод, титан, бор, селен, никель, хром, марганец, мышьяк, литий, ртуть, цезий и так далее. И радионуклиды способны объединяться с такими элементами. И радионуклиды могут формировать фосфор-32, кобальт-60, стронций-90, цезий-137, йод-131, йод-125, радий-226, уран-235, уран-238, плутоний, полоний, америций и так далее. И вот такие внутренние загрязнения, которые появляются у нас, они возможны или они могут повлиять исключительно только в том случае, если металлы в организме человека находятся в дефицитном положении. То есть это выглядит приблизительно следующим образом. Попал в наш организм йод-131. В случае, если у человека происходит или появляется дефицит йода, то есть он болеет гипофункцией щитовидной железы и есть дефицит йода, то такой йод, который является радиоактивным материалом, он может накапливаться у нас, так как наш организм нуждается в таком йоде, и такой радиационный йод или
радиоактивный йод, допустим, йод-125 или йод-131, они могут стать частью нашего йода, что приводит в дальнейшем к появлению и накоплению радиационного поражения, и происходит заражение таким радиоактивным йодом. Но в случае, если щитовидная железа не нуждается в йоде, если наш организм не нуждается в определенных элементах, таких как фосфор, таких как кобальт, в таких как йод, в таких как радий, ну радий ладно, то в организм попасть радиоактивные радионуклиды, они просто не могут, так как дефицита не имеется. И для того, чтобы устранить такой дефицит, я рекомендую использовать препарат моей компании, который называется Mineralix, в котором находится кадмий, кобальт, йод, железо и так далее. Мы должны знать, что основное влияние радиационного загрязнения и поражения организма происходит следующим, наверное, процессом или следующим видом. И в большинстве своем поражение происходит гомеопоэза эритроцитов, то есть костного мозга, происходит поражение лимфоцитов, клеток иммунной системы, происходит поражение слизистой оболочки. Это происходит на фоне уменьшения и происходит всегда на фоне дефицита цинка, происходит снижение и появляется дефицит железа, так как во время гомеопоэза эритроцита необходим для формирования гемоглобина еще и железо, то очень рекомендована профилактика при радиационном отравлении, радиационном загрязнении, радиационном поражении применения хелатов. Каких хелатов? Хелата железа, хелата цинка, хелата кобальта и так далее. Такие хелаты в комплексе, необходимые человеку, находятся в препарате Mineralix нашей компании. Как принимать? 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Применение данного препарата, оно объяснимо, то есть я вам сейчас объяснение дал, почему его необходимо принимать. Далее, очень много говорится о препаратах йода, есть даже такое понятие, которое называется йодофобия. Сейчас говорят о том, что может привести взрыв и может появиться, ничего не произойдет и не стоит бояться, и в случае, если произойдет, то йод не нужен и так далее. Я хочу вам сказать, что в случае, если происходит взрыв, то загрязнение радиационное, оно всегда происходит с появлением радионуклида, будь то реактор закрытого типа или открытого типа, и радионуклиды, такие как фосфор-32, кобальт-60, стронций-90, цезий-137, йод-131, йод-125, радий-226, уран-235, уран-238, плутоний-238, полоний-210 и америций-241 всегда в любом виде и в любом случае является радиационным загрязнением, которое происходит в виде выброса вот таких радионуклидов. Поэтому в случае, если происходит выброс радионуклидов, то йод-125 и йод-131 в любом случае будет являться тем загрязнением, которое будет ожидать людей. И здесь сразу же стоит вопрос, нужно ли принимать йод. Еще раз хочу сказать, в случае, если у человека есть потребность, то есть если у человека есть дефицит, то йод такому человеку необходим. В случае, если дефицита нет, то йод такому человеку можно не употреблять. Но дефицит практически есть всегда. Именно поэтому всегда есть смысл использовать йод содержащие продукты. Итак, йод для людей старше 40 лет необходим, и высокие дозы такого йода такому человеку не нужны, потому что
у людей старше 40 лет йод способен накапливаться в щитовидной железе и долгое время находиться. Как определить, необходим вам йод или нет? Выпадение волос, ощущение, будто появляется такая потливость, ощущение и сложное реагирование на смену погоды. То есть, когда жарко, то ощущение покалывания на теле. Ощущение, будто появляются жирные волосы, ломкие ногти, ногти не имеют однородной структуры. Усталость во время, особенно усталость во время активной солнечной активности, тошнота. В некоторых случаях даже формирование отека, небольшой почечной недостаточности. У людей с низким йодом обычно появляется ощущение сниженной температуры, понижается температура, снижается иммунитет. Какие препараты моей компании я рекомендую принимать таким людям? Рекомендую принимать таким людям препарат Potassium, калиойодид экстра с дозировкой 14 мг, 1400 мл. В случае, если происходит радиационное поражение и загрязнение, данный препарат необходимо принять 6 таблеток в один прием, через 4 часа повторить и принять 4 таблетки. Детям до 5 лет такие препараты принимать нельзя. Им достаточно смазать запястье или смазать уровень груди или уровень боковой части тела йодовой сеточкой. Детям старшего возраста можно 2 таблетки каждые 4 часа, не более 6 таблеток в сутки. Понятно с этим, да? Далее. Пыль, которая может попадать в организм человека. Забыл сказать о препарате, который называется еще ЕМА в нашей компании. Вы, наверное, его помните. Данный препарат ЕМА является, или ЕДТА, является веществом. И есть вещество, которое исследовало применение данного препарата. Это препарат этилен. Сейчас я посмотрю. Это препарат, который называется этилен-диамин-тетрауксусная кислота. В нашей компании он представлен как препарат ЕМА. И вот влияние ЕМА в медицине. И здесь говорится о его медицинском действии. Сейчас я это прочитаю. Использование в лабораторных экспериментах обнаружен цитотоксический эффект, незначительный генотоксический эффект и так далее. Это нас не беспокоит. В медицине данный препарат ЕМА используют для выведения из организма радиоактивных и токсичных металлов. Таким образом, можно сказать, что этилен-диамин-тетрауксусная кислота, или по-другому ЕМА в нашей компании, продающейся под торговой маркой ЕМА, рекомендую принимать как препарат, который может справиться с токсическим отравлением и поможет вывести радиоактивные токсические металлы, в случае радионуклиды. Ну и последний препарат — это энтеросорбент, который рекомендую принимать. Это препарат, который помогает человеку справиться с попаданием эндогенно, попаданием в пищеварительную, в желудочно-кишечный тракт радионуклидов, а также поможет справиться с токсическим и цитотоксическим отравлением в случае, если это происходит. Итак, препараты, которые необходимы. Есть ряд еще исследований, которые утверждают о применении окситоцина как вазоконстриктора, то есть по-другому сужающего сосуды, особенно важно для сетчатки глаз и сосудов мозга, лица, кожи и так далее, чтобы уменьшить поражение открытых сосудов и так далее. Поэтому можно использовать еще и окситоцин. Кстати, сегодня читал очень интересную информацию, которая немножечко меня шокировала. Оказывается,
найдено еще одно подтверждающее действие уникальное окситоцину. Это введение окситоцина в виде станции парентерально, которые великолепно лечат мужской и женский алкоголизм. То есть рекомендует использовать данный препарат для лечения мужского и женского алкоголизма. Очень хорошие результаты и так далее. Как-нибудь я специально для этого проведу семинар. Одним словом, препараты, которые нам необходимы в случае, если у нас происходит радиоактивное заражение, это препарат антитокс, препарат минераликс, препарат цистин и препарат нашей компании Potassium. Это препараты, которые способны нас защитить в случае, если вдруг что-то может произойти. Опять-таки, со своей стороны хочу сказать, что я думаю, что ничего такого произойти не может. Ну, а на всякий случай об этом я решил все равно сказать. Опять-таки, еще раз хочу сказать, это не предсказание. И я не говорю, что необходимо срочно это делать и срочно там покупать, запасаться и все остальное. Но, знаете, дело утопающих, как говорят в Одессе, дело рук самих утопающих. А теперь перейдем и отвечу на те вопросы, которые вы мне задаєте. Тетяна Бондаренко. Які препарати ТФ порадити для лікування кіфоз грудного відділу хребта другого ступеня дочки 20 років? Кіфоз грудного відділення может лечиться народным способом. Каким? Прикладываете к отделу кифоза очень соленую салфетку. Как вообще прикладывать? Вообще несколько слов о соленых салфетках. Я очень часто раньше говорил об этом, и потом в дальнейшем понял, что данная информация уплывает в небытие, они забывают. Именно поэтому нужно периодически о ней говорить. Существует уникальное, чрезвычайно простое средство. Это использование очень соленых салфеток. Вообще, вот такая соль, гипертонический раствор соли, или ропа, которую можно дома сделать, то есть развести соль до максимальной концентрации в воде, взять, сложить в несколько слоев любую марлю или любую другую ткань, приложить к месту, которое поражено артрозом, артритом, кифоз, листоз, остеолистоз, остеохондроз, при миозите, воспаление мышечной ткани, при ушибе, даже при варикозном расширении вен. Далее, при формировании тромбоза нижних конечностей, нейропатия, полиневропатия. При диабетической стопе даже полинейропатия. И в этих всех случаях я рекомендую использовать вот такого вида компрессы. Солевой компресс накладывается на место кифоза или место остеохондроза, место боли любой, артроза. И сверху 2-5 слоями укутывается теплой тканью. И от 10 до 40 минут находится человек вот в таком положении. Второй вариант — это использование вместе с солью еще и магнезии. И третий вариант — бишофита. Но просто обычное использование обычной соли очень помогает. Далее. Кифоз, как правило, по моему мнению, кифоз развивается всегда на фоне ослабления гладкой мускулатуры. Почему гладкая мускулатура расслабляется? Я об этом говорил ранее. Я говорил о том, что женщина, которая голодает, у нее происходит изменение мышечной ткани, появляется ригидность мышечной мускулатуры, включая ригидность мышечной мускулатуры гладкой. И это может в дальнейшем привести к искривлению позвоночника и так далее. Что необходимо знать и что необходимо при этом делать? Необходимо четко понимать, что мышечная мускулатура, она важна. То есть необходимо увеличить количество приема белков, молочной пищи, творога. Далее обязательно пролечить желудочно-кишечный тракт. У людей, у которых формируется, особенно у молодых людей, у которых формируется ослабление мышечной мускулатуры, таким детям я рекомендую дополнительно вводить в рацион питания препараты кальция. Далее препараты, повышающие, вернее, кислотность желудка, так как очень часто это происходит на фоне увеличенного гастрина.
а гастрин тормозит деятельность переваривания пищи в желудке, что приводит в дальнейшем к уменьшению деятельности и снижению выделения соляной кислоты, что в дальнейшем приводит к уменьшению секреции в желудке. И введение дополнительно для таких людей, у которых есть понижение секреции желудка, особенно этим страдают женщины, которые для похудения используют слабительные вещества, мочегонные препараты, специально соблюдают диету, изнуряющую их, что приводит к дальнейшему появлению таких деструктивных изменений в организме. И это все необходимо решать при помощи увеличения кислотности самого желудка, применения препарата «Здоровый желудок» и применения препарата, который называется в нашей компании бетаиногидрохлорид. 2 таблетки перед каждым приемом пищи. Ну и обязательно смотреть, чтобы правильно питалась, чтобы не голодала специально. Третье. Использование мази, которая называется вертебрализовая. Особенность вертебрализовой мази заключается в том, что в самой мази используется компонент. Он называется папаиной, экстракт. Экстракт папаина достаточно широко исследован, и это одно из веществ, которое широко применяется на сегодняшний день в мире как вещество благотворно и восстанавливающее, восстанавливает позвоночник и восстанавливает ткани позвоночника и применяется при или для лечения как раз вот таких заболеваний. И препарат, в котором тоже находится экстракт папаина, который называется у нас вертебралис. Поэтому принимайте препарат вертебралис, применяйте солевые салфетки, следите за диетой, используйте вертебрализовую мазь. Таким образом сможете помочь ребенку. Перепелиные яйца в сыром виде полезны, и стоит их есть. В случае, если вы уверены в качестве перепелиных яиц, в случае, если перепела находится в экологически чистой зоне, и их не выращивают с использованием каких-либо химических веществ или гормональных веществ, конечно, можете их принимать, все это безопасно. Конечно, чем они могут быть полезны? В перепелиных яйцах, в отличие от куриных яиц, находится на 20-30% больше вещества, которое называется лизоцим. Лизоцим является природным антибиотиком и полезен для восстановления желудочно-кишечного тракта и так далее. Сегодня, кстати, я читал еще исследование препарата ЕМА, где говорилось о том, что вот препарат ЕМА, о котором я сказал, влияние на алкогольную восприимчивость. В исследовании группы австралийских ученых было выяснено, что инъекции этого гормона в больших дозах делают человека невосприимчивым к спиртному. И это дает надежду на помощь в лечении алкогольной зависимости человека. Также есть вот интересная такая статья Кармичела и Варбуртова и Давидсона. И она называется relationship, ну и так далее. На русский язык буквально переводится как использование препарата ЕМА в ходе лечения сексуальных дисфункций. Далее там есть, сегодня мне очень удивила статья, там говорится об исследованиях и применении данного препарата при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в ходе которого появляется бактерия энтероколи, хеликобактер. То есть в случае, если есть такой диагноз, то рекомендуют использовать данный препарат, так как говорится о том, что данный препарат может существенно уменьшить и улучшить общее состояние. Одним словом, можно сказать, что окситоцин, нейропептид и пептидный гормон и его использование объективно могут улучшить жизнь человеку. И если я раньше говорил о том, что может помочь ребенку справиться с аутизмом, является гормоном доверия, для мужчин влияет как элемент, который помогает коммуницировать, внутривенное введение помогает улучшить состояние, при котором
исчезает желание употреблять алкоголь, устранить зависимости. И уникальное действие при лечении, одно из еще уникальных действий, это действие при лечении заболеваний с хеликобактера. Вот такие исследования, очень большое количество информации. Есть прямо сайт такой, называется National Library of Medicine. И здесь говорится об окситоцине и говорится о улучшении деятельности матки в случае, если происходит атония матки или выпадение матки. И вот я открыл первое исследование. Это исследование, опубликованное в 2010 году 1 июня. Авторское исследование напечатано было в журнале ProNeurobiologist. Программная нейробиология Джона Ли и Аббата Макбета, Джеромо Погани и так далее. То есть говорится о том, что окситоцин в том числе рекомендует использовать как препарат, который может помочь при выпадении матки. И там целый ряд исследований были проведены. И здесь говорится о том, как это действует. И здесь говорится вот как раз о вазипросине там и так далее. Ну ладно, как реагирует с белками, родопсином и прочим, что вам на самом деле не нужно. Ну ладно. Можно ли как-то использовать местно? Если есть выпадение матки, можно попробовать использовать окситоцин-спрей в виде тампонат, да? То есть использовать в виде тампона, то есть смачивать тампон веществом окситоцин и ставить вагинально на ночь, через день, ну хотя бы 15-20 раз. Скажите моему внуку 6 лет при гиперактивности с непереносимостью лактозе и фруктозе. Какой препарат с вашей компании дать? Спасибо. Поможет, очень поможет препарат антитокс. Каким образом его принимать? 1 чайная ложка антитокса развести при помощи шейкера или для спортивного питания какого-нибудь инструмента такого, чтобы его максимально взбить. Он не имеет вкуса, слегка кисловат и имеет вкус апельсина. Можно приобрести с апельсиновым вкусом. Давать 2 раза в день. 2 раза в день. В случае, если давать 2 раза в день, то непереносимость к лактозе и фруктозе снизится и в дальнейшем устранится. Я об этом, кстати, рассказывал на прошлом своем вебинаре. Что делать с гиперактивностью? Гиперактивность ребенка, как правило, и связана с тем, что у ребенка выделяется адреналин, а вот успокаивающих таких веществ нет. Дело в том, что когда ребенок развивается, то в момент его очень активного роста, происходит процесс двух недостатков 2 минералов и недостатка тормозящих функций мозга. И несколько слов об этом скажу. Смотрите, когда ребенок развивается и его костная система забирает кальций, то в случае, если кальция забирается больше, а кальций является электролитом нашей крови, который участвует в сокращении сердечной мышцы, то уменьшение количества кальция приводит к дополнительному выделению в большом количестве адреналина. Такие дети по ночам могут вскакивать, у таких детей могут быть ощущения быстрого сердцебиения. Такие дети, они все время гипервозбуждены, не могут остановиться. Это говорит о том, что такому ребенку необходим кальций. Второе. Тормозящие эффекты, как правило, связаны с тем, что в момент того, когда у ребенка стресс, невроз, когда ребенок очень активно учится, у ребенка происходит истощение за счет уменьшения, трат или уменьшения использования магния. То есть такому ребенку необходим магний.
И третье, в нашем мозге есть специальные отделы, которые тормозят или возбуждают наш мозг. У детей, у которых выделяется адреналин в большом количестве на фоне большого количества спорта, на фоне большого количества возбуждения и так далее, должен находиться гормон, который называется гамма-аминомасляная кислота. И очень часто именно гамма-аминомасляная кислота и является тем тормозящим фактором, который помогает ребенку успокоиться. Вот смотрите, как устроено. Ребенок с дефицитом гамма-аминомасляной кислоты — это ребенок, у которого могут быть такие процессы. То есть один ребенок, если положить там конфету на стол или положить что-то интересное, один ребенок не спросит, подбежит, схватит и убежит. Другой ребенок спросит у мамы, не захочет это сделать. То есть у одного процесс торможения нарушен, в тот момент как у другого процесс торможения ярко выражен. Вот этим процессом торможения как раз и занимается гамма-аминомасляная кислота. В нашей компании есть все три препарата. Гамма-аминомасляная кислота находится в препарате, который называется ГАБА. ГАБА. Давать ребенку 2 таблетки на ночь. Далее препарат цитрокальцимин необходимо давать в утренние часы. 1 чайная ложка на 1 стакан воды ребенку или компота давайте в утренние часы. И магнум цит 300 с запахом апельсина можете давать в второй половине дня. Это будет успокаивать ребенка в вечернее время, для того, чтобы он был более сконцентрированным, подготовите его ко сну. Таким образом, как давать? 1 столовая ложка магнум цит 300 на 1 стакан воды или компота или чего-либо в вечернее время. Давайте еще раз. 1 чайная ложка цитрокальцимина на стакан воды утром после еды. 1 столовая ложка магнум цит 300 на стакан воды перед сном. И перед сном можно давать, или там за 4 часа, за 3 часа до сна. И перед самым сном можно давать ребенку препарат ГАБА. 2 таблетки на ночь. Это все безопасно совершенно. Улучшите настроение. Ребенок начнет контролировать, как вы считаете, выходки. А на самом деле вы должны понимать, что очень часто именно вот такие тормозящие компоненты, которые очень необходимы мозгу, у детей и недостаточно хорошо функционируют. Ну и снизить непереносимость лактозу и фруктозу можно при помощи препарата антитокс, о котором я говорил. 1 чайная ложка на стакан воды утром, можно добавить туда и цитрокальцимин или с магнум-цитом и так далее. Карина, добрый вечер. Здрасте. Подскажите, что у меня по здоровью, почему шатает все тело? Как правило, тело может шатать на фоне низкого железа или анемии. Второе, это может быть связано с непроходимостью сосудов. То есть может быть окклюзия, стеноз сосудов шейного отдела позвоночника, коронарных даже сосудов сердца. Далее, это может быть низкая глюкоза. Очень часто на фоне понижающейся или низкой глюкозы может шатать. Третье, кислородное голодание, вызванное голоданием. Кислородное голодание, появляющееся на фоне основного голодания, может развивать энцефалопатию мозга, специальное похудение с применением каких-либо веществ, токсическое отравление организма, истощение, психическое истощение, неврологическое истощение. Все может приводить вот к такому. Что там может быть? Не стоит забывать еще о том, что головокружение может быть еще и спазмами сосудов провоцироваться на фоне невроза. Головокружение с болью в затылке может являться синдромом даже гипертонии сердца. Далее, при почечной недостаточности может повышаться артериальное давление, тоже может быть головокружение. Развитие, если вы очень взрослые, развитие катаракты или развитие глаукомы, ну, как правило, катаракты, может вызывать тоже ощущение головокружения. Сахарный диабет с повышением глюкозы в крови может создавать процесс головокружения. Ну,
Головокружение — это очень распространенный такой диагноз, анамнез, наверное. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Надо ли мне делать операцию грыжи пищевода? Скорее всего, да. Добрый вечер, Андрей Андреевич. И всички присеш ваши от Болгарии. Спасибо. Болгарии привет. Андрей Андреевич, у меня артроз больших пальцев рук. Спасибо вам за советы и продукции. Смощу еще доработать до пенсии сможете. Все в порядке. Такие нетрадиционные советы, как лечить артрозы, я уже сегодня рассказывал. Какие продукты питания рекомендую использовать в ходе, если есть артрозы или артриты, или проблемы позвоночника и так далее. Тибетская медицина утверждает, что почки связаны с вот такими моментами в организме. То есть считается, что когда у человека появляются боли в суставах, то человеку необходимы определенные знания, и прежде всего необходимо обращать внимание на почки. То есть там говорится, что жизнь почек напрямую связана с жизнью суставов. Ну, где-то я с этим, да, согласен. В случае, если начать принимать продукты питания для почек, то такие заболевания, как вообще в домашних условиях, применяя определенные знания, можно, или применяя определенную диету, можно почистить почки и восстановить почки. Самый простой способ вот такой. Принимать в пищу на протяжении дня вареную свеклу. 2-3 кусочка вареной свеклы 1, 2, 3 или даже 4 раза в день. Это очищает почки, освобождает почки, как ни странно, снижает давление артериальное. Второе. Кстати, забыл сказать, сегодня я читал об исследовании, еще интересном. Оказывается, когда начали применять большие дозировки йода, у людей, которые страдали от перевозбуждения, у людей, которые страдали маниакальными состояниями, состояние улучшалось практически при применении в течение 1-2 недель высоких дозировок йода. И провели такую аналогию и сказали, что очень похоже действие на действие как будто с применением лития. Но литий необходимо постоянно применять, а применяя йод в дозировках таких, приходили к тому, что в дальнейшем йод не нужно было принимать. Это как раз и говорит о том, о чем писала тибетская медицина. Там тоже были упоминания использования йода в ходе лечения неврозов у человека. Когда человек беспокойный, не может успокоиться, когда его трясет, когда он имеет нарушение сна, имеет нарушение засыпания. Вот таким людям рекомендовали использовать или давать йод содержащие продукты. В какой дозировке, кстати, в случае, если у вас такое имеется, попробуйте. 1 раз в неделю 2 таблетки каждые 4 часа, 2 таблетки каждые 4 часа, 6 таблеток. Препарата, который называется йодин экстра, то есть очень высокой дозировкой. 2 таблетки каждые 4 часа по 2 таблетки 3 раза, то есть 6 таблеток в день. Обязательно принимайте его с цистином. И, скорее всего, это поможет вам засыпать. В случае, если вы замерзаете, и это происходит на фоне неврозов, то устранит невроз. В случае, если у вас появляются панические атаки, связанные с спазмом сосудов, то, скорее всего, применение йода поможет и вам в этом. Вот. Вот так. Вернемся все-таки к суставам и почкам. Итак, тибетская медицина рекомендует использовать для очищения почек от камней следующий очень веселый, очень необычный способ. Они рекомендуют пить зеленый чай. Заваривается зеленый чай, добавляется молоко, и в это молоко добавляется любое растительное масло. То есть это может быть оливковое масло или репейное масло, какое-либо. Я рекомендую использовать такой состав. 1 чайная ложка зеленого чая заварить 1 или 2 стаканами кипятка, добавить теплое молоко. На самом деле они делают чуть-чуть по-другому зеленый чай. Они варят молоко, когда молоко закипит, в него добавляют листья. Но на самом деле нам так не подходит. И вы можете делать по-другому. То есть заварите зеленый чай, разведите его обычным молоком, и в это молоко добавьте 1 столовую ложку или
любого растительного масла. То есть это может быть подсолнечное, нерафинированное или любое другое нерафинированное. Принимайте такой чай, если можно так назвать, на протяжении суток 2-3 раза за 4-5 часов до сна. Так как в случае, если принимать его, такой чай, прямо перед сном, то это может ухудшить процесс засыпания. Кому нельзя принимать такой чай? Такой чай категорически нельзя принимать тем людям, у которых есть заболевания легких, эмфизема легких, туберкулез и так далее. Им такой чай нельзя. Всем остальным, у кого нет нарушения сна, кто не страдает апноэ, такой чай рекомендуется, пожалуйста. Также нельзя чай такой принимать тем людям, у кого есть очень низкое давление, так как ни странно, такой чай может снижать дополнительно давление. Чай имеет ярко выраженное еще и мочегонное действие. Считается, что данным чаем, или если пить такой чай, то это помогает вывести соли из суставов и так далее. То есть это оксалаты, ураты, кальцинаты, кальциево-фосфорные соединения какие-либо. И это все как раз назначают тем людям, у которых есть вот такие проблемы. И, как правило, если у человека есть проблемы с суставами, то тибетская медицина говорит о том, что есть проблема с почками. Лечение суставов должно производиться дополнительно с лечением почек. Что не любят наши почки? Наши почки не любят, как ни странно, авокадо, белковую пищу или пищу с высоким количеством белков. Также не любят копченое, совершенно не любят алкоголь, любят водичку, любят масла. Дальше. Наши почки не любят переизбыток половых гормонов. Дальше. Наши почки не любят стресс. Какие там еще есть рекомендации? Человек, у которого есть проблемы почек, ему тибетская медицина советовала принимать молочные продукты. Дальше каши. Ячмень, особенно варить ячмень и пить вот эту воду из ячменя. У них есть еще и особенный ячмень, он назывался у них ячменем Рамс, по-моему. Далее заваривали его, 1 столовая ложка кипятили в 1 литре воды, 2-3 часа, потом сливали и пили. И вот считалось, что таким раствором можно полечить почки. Ромашка, я об этом уже сегодня говорил. Дальше ромашка 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Ромашка, кстати, тоже может помочь человеку снизить кортизол и снизить стресс, и улучшить состояние и почек, в том числе и надпочечников, и всего остального. Ну и одуванчики, помните, я о них тоже когда-то рассказывал. Также наши почки очень любят темного цвета ягоды. На первое место нужно поставить чернику. Считается, что заболеваниями почек, как ни странно, является еще и заболевание катаракты. То есть катаракта в тибетской медицине лечится, если влиять на почки. Называется горячее заболевание почек. А вот глаукома уже считается заболеванием сердца. Считается, что у людей, у которых есть повышенное давление и оно связано с почечной недостаточностью, нельзя есть помидоры, нельзя есть авокадо, можно кушать дыню, арбуз, черного цвета и синего цвета ягоды. Ну и очень рекомендуется применение еще и сока капусты, сама капуста, причем рекомендуется больше темного цвета, синяя, не знаю, как она правильно называется. Я слушаю каждый день вашу программу лечения суставов, гипносессия. Супер, хорошо, дай Боже вам поможет. Міла Роздорська. У сина 12 років болять п'ятки і ноги, як довго ходить. Андрій Андрійович, скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? В случае, если у человека болят пятки, то это говорит о том, что там есть изменение костной системы, либо второй вариант, это изменение, то есть нарост происходит. Этот нарост может быть кальциевый нарост, это может быть артроз. Как это лечится? В целом можно обратиться к травматологу, и есть аппарат такой, это ударно-волновой аппарат. Это стоит недорого, на этом аппарате очень быстро лечится артроз, вот такие болевые синдромы на пятках или на стопе. Очень рекомендую его использовать. Это недорого и очень эффективно. Но это может быть, кстати, не обязательно артрозом.
Это может быть еще и развивающимися заболеваниями сосудов ног, которые могут быть симптомом сахарного диабета первого или второго типа, развивающегося атеросклероза, развивающегося артериосклероза. Это могут быть симптомы нейропатии. Поэтому обязательно через исследования необходимо обратиться к врачу. К какому врачу? Травматологу, флебологу. Вот так. Тамара Карионова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как устранить слезоточение? Спасибо. Слезоточение может быть аллергической реакцией, а также может быть заболеванием сетчатки глаз. Для того, чтобы устранить все-таки заболевание глаз, вам необходимо вот в обязательной форме обратиться все-таки к офтальмологу. Очень часто слезоточение является заболеванием офтальмологическим. И для того, чтобы, ну, на всякий случай, знаете, чтобы посмотреть, нет ли там разрыва сетчатки, нет ли тромбоза сосудов, нет ли развития какого-либо заболевания, там блефорита или хронического конъюнктивита или еще какого-либо заболевания. И обратитесь обязательно к офтальмологу. Если офтальмолог скажет все в порядке, то тогда я расскажу, каким образом вылечить слезоточение. Тогда оно аллергическую форму имеет. И можно вылечить даже обычной содой. 1 чайная ложка соды на стакан воды 1-2 раза в день по 1 стакану теплый. Александр Тенкс. Андрей Андреевич, подскажите, что из вашей продукции лучше всего использовать для укрепления сосудов? Работаю физически, работаю... Какие витамины? Очень классный есть препарат, называется Гвардин, укрепление сосудов. Есть второй препарат для сосудов мозга, здоровые сосуды. И третий препарат для очищения сосудов называется Рутин и Кверцетин. Рутин, Кверцетин, здоровые сосуды и Гвардин. Гвардин, Рутин, Кверцетин, здоровые сосуды. По 1 таблетке 2 раза в день данных препаратов желательно применять утром натощак, вечером перед сном. Великолепное средство, очень рекомендую, будете довольны. Здравствуйте, Андрей Андреевич, Татьяна М. и все присутствующие. Всем доброго вечера. Спасибо. Тарас Гончак. Добрий вечір. При аномалії Кіммерлі, є така, головокруження, гіпоксія, перекос, атрофія м'язів, метеочутливість, потрібна операція. Ну, по идее, при аномалии Кимберли вот таких именно жалоб не должно быть. Особенно метеочувствительность. Ну, не думаю, что вам необходима операция. Нейрохирурги кажут, что это психиатрия. Ну, может быть, очень может быть. У меня была такая ситуация, человек очень жаловался на постоянное ощущение, будто во рту накапливается слизь. Оказалось, это психиатрическая проблема. Хотя до этого лечили всеми способами там возможными. У меня была женщина, которая у нее было все время ощущение, будто у нее там ползает что-то под кожей. Проверили ей все абсолютно, у нее муж очень состоятельный человек, проверили все. Оказалось, что это психиатрическое заболевание. Очень несложно лечится, психиатрия это лечится быстро. Считаю, что устранить это очень несложно. И раз говорит вам это нейрохирург, поверьте мне, он скорее всего имеет на это право. Андрей Андреевич, на теле появились синяки, на руке, ноге, бедре. Что это может быть? Это может быть развитие вот такого варикоза. И такие синяки, они не опасны. Чем это все лечится? Попринимайте препарат, который называется у нас легка худа, а также препарат Рутин. А также смазывайте места, где появляются такие синяки, препаратом, который называется мазь вариковазиновая. Здравствуйте, как вылечить женскую молочницу? Еще появились симптомы, как будто тянет сосуды, очень тяжкие в руках. Тянет сосуды – это высокий холестерин. Это, как правило, всегда на фоне очень повышающегося холестерина. Прямо ощущение, будто тяжесть сосудов. Что нужно делать? Спать больше, как ни странно. Спать больше. Можно применять
статины, только чтобы доктор назначил. Можно применять мой препарат ЕМА. Можно применять омега-3. И чем лечить молочницу? Женскую молочницу несложно вылечить. У меня есть препарат такой, он называется... Я сейчас скажу, я не помню. Здравствуйте, господа. Ага, я помню, я вспомнил. Называется он в моей компании Альбикан. Альбикан. Вот этот препарат Альбикан необходимо принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Также можно спринцеваться на 1 стакан воды по 2 капли аромамасел, аниса, жасмина и чайного дерева. На ночь спринцуетесь, на протяжении дня принимайте препарат Альбикан. Также можно 1 чайная ложка соды на 1 стакан теплой воды утром и вечером. Это все устранит молочницу. Добрый вечер. У меня живот надут и давит вверх, тяжело дышать, а также приступы, острая боль, не шелохнуться, острая боль, в центре и справа болит правое плечо. Приступ пару часов, 4-5 раз в день, 6 дней принимаю ваши препараты. Панкресот, асцит, лунглин, битулин, поставит при приступах. Трясутся руки, что вы мне посоветуете? Скорее всего, это связано с сердцем, и то, что у вас вот такой спазм происходит, это сердечный спазм. Необходимо, по моему мнению, обратиться все-таки к кардиологу, потому что и ощущение тяжести в животе, и ощущение боли в плече и в ребрах за областью грудины, это, как правило, как раз проявление вот такого заболевания сердечного. Может быть, там о чем-то говорить не хочется. Можно попринимать мой препарат, если нет возможности обратиться к врачу, который называется инфарктин. Инфарктин. По 2 таблетки 3 раза в день. Можно делать так еще. Можно брать валидола, 1/4 таблетки, ложить в рот и делать медленный и очень глубокий через этот валидол вдохи и выдохи. Вот так. 1 раз в день. Потом через час-два после того, когда вы валидолом, через валидол такой подышите, буквально 1/4 таблетки нитроглицерина еще на 2 части разделить и вот эту маленький кусочек его выпить. Делать каждый день на протяжении хотя бы 7 дней. Если такая боль на протяжении дня не исчезнет, то обращайтесь срочно к кардиологу. Трясутся руки в том числе. Здравствуйте, какие препараты ТФ приобрести у мужа варикоз? Приобретите препараты, которые называются вариковазиновая мазь, также препарат кверцетин и рутин и легка хода. Кверцетин, рутин, легка хода и вариковазиновая мазь. Принимать так. Кверцетин, рутин и легка хода по 1 таблетке 3 раза в день. Смазывайте варикозы препаратом мазь вариковазиновая. 97 лет маме моей. Андрей Андреевич, купил ваш семинар, постоянно слушаю, с восторгом ваши вебинары, а сейчас прошу помощи. Сами знаете, как тяжело лечиться за границей нашим соотечественникам. Да. Не знаю, как помочь моей маме. У нее низкое сердцебиение, 40-50 ударов в минуту. В больницу ехать категорически отказывается. Помогите, пожалуйста. Поможет вам таурин. Возьмите или гинка билоба. За границей тоже можно купить пищевые добавки. Пищевые добавки с женьшенем, пищевые добавки с аминокислотой таурин, пищевые добавки стимулирующие там радиола, йохимбе какой-нибудь. И это все стимулирует сердце. Также необходимо обязательно увеличивать прием кальция. Это органический кальций. Можно лучше всего в виде цитрата кальция. Это все увеличит сердцебиение и улучшит общее состояние. Обычно низкое сердцебиение говорит о том, что развивается
ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность, ее можно на первых порах чем-нибудь стимулировать. То есть стимулировать вот такими активными добавками пищевыми для стимуляции сердца. В моей компании это препарат на первое место нужно поставить презус монтесин или стимулирующее сердце. Это препарат из 18 экстрактов растения, который действительно стимулирует сердце, очень хорошие результаты. Раньше был еще Эмбрио Плюс, вот вместе с Эмбрио Плюс лучше его принимать, тогда эффективность улучшается. Препарат Тутуса синкуте, презус монтесин, это препараты способные, ну или любые препараты. Дальше следить за тем, чтобы не развивалась сердечная астма и так далее. Наблюдать за ней, чтобы не было отека. Сможете вылечить маму, не переживайте. Можно принимать йод и в какой дозировке? Для поддержки яичников есть киста, но есть нюанс, удалена щитовидка, нет. При удаленной щитовидке йод принимать категорически нельзя. Никак. Вообще. Йод при удаленной щитовидке. Йод нельзя принимать людям, которые принимают L-тироксин или Проутерокс. Нельзя йод принимать людям при прохождении терапии радиоактивным йодом. В дальнейшем йод нельзя принимать. Можно только гормон щитовидной железы. Кстати, гормон щитовидной железы L-тироксин, он тоже состоит из йода. Это аминокислота или соединение аминокислот, в которых находится йод. Поэтому, когда человек говорит, не принимайте йод, если вы принимаете, когда эндокринолог говорит, не принимайте йод, если вы принимаете дополнительно L-тироксин, и он прав, потому что дополнительно йод не нужен, йод человек принимает совместно с L-тироксином. Все в порядке, дополнительно не нужно. Здравствуйте, пытаюсь лечить внутрипротоковую папиллому народными способами. Подскажите какие-нибудь рецепты, очень благодарна. Берете рисинку, народный рецепт, берете рис, берете им, трете крест-накрест многократно, обматываете рис красной ниточкой, завязываете на 3 узла так, чтобы они были обвязаны вокруг этого риса. Берете вот так на ниточке красного цвета с рисинкой, закапываете в месте, где рис сгниет, и говорите, когда рис и ниточка сгниют, пусть и папиллома исчезнет. Далее папиллому можно смазывать мочой, менструальной кровью. Кстати, моча очень хорошо лечит на первых порах геморроидальные трещины. То есть человек, который страдает геморроем, не знает, как от этого избавиться. И только в дебюте этого заболевания. Так вот, самый простой способ, это просто, конечно, скажу сейчас очень грубо и не по-медицински, подмываться мочой своей теплой, знаете. Но, тем не менее, очень эффективно, очень помогает. Возможно, кому-то это поможет. Добрий вечір, Андрію Андрійовичу. У мене хронічний алергориносинусит, часто набрягає носоглотка, закладає ніс біля голови, в ухах, колю, дексаметазон допомагає ненадовго, дякую. Обычная поваренная сода поможет. 1 чайная ложка поваренной соды на 1 стакан теплой воды с добавлением небольшого количества щепотки соли. Расколачивайте, утром пейте и вечером. Вот если сейчас неделю будете пить по 1 стакану, то на следующей неделе во вторник скажите, прошло или нет. Также еще поможет, если дополнительно начнете принимать карбонат кальция или же мой препарат цитрокальцимин. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день тоже. Можно просто таблетки галит, такая есть у меня таблетка. Галит, 1 таблетка запивать водой, 2 раза в день выпивать. Таблетка галит. Ну что, здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Давайте еще раз о препаратах, о которых я сегодня сказал. Это препараты. Высокая дозировка препарата Йодит Экстра. Рекомендую тем людям, у которых есть йодовая недостаточность, у которых дефицит йода. Рекомендую людям, у которых есть гипофункция щитовидной железы, принимать данный препарат.
препарат 200 микрограмм и препарат 300 микрограмм. Кому я рекомендую принимать данные препараты? Это профилактические дозы, которые соответствуют такому препарату, как йодомарин, допустим. Это соответствует более такому мощному количеству йода в одной таблетке. Данного препарата можно принимать в день не более 6 таблеток. Данные препараты можно принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Рекомендую тем людям, у которых есть дефицит йода. Рекомендую людям, у которых есть повышенное невротическое состояние, есть ощущение замерзания и так далее. То есть все, что связано с все, что связано с дефицитом йода. Напишите в интернете, как проявляется дефицит йода, и начинайте принимать препарат. Называется потазиум йодин или калию йодид 200 микрограмм и 300 микрограмм. Это препарат, в котором 14 микрограмм. Взять больницы, камни в почках и моводящих путях. Как помочь ТФ? Уже никак. Если он в больнице, ему будут их вынимать. Очень болезненная процедура, его очень жаль. Но я могу сказать вам, что изменить это все возможно. После того, когда у него устранят камни, то помните, я сегодня говорил, зеленый чай с молоком, убрать алкоголь, копченое, мясо, сладкое, перевести его на диету. Много ягод темного цвета есть, а также вообще алкоголь на несколько лет забыть, что такое напиток вообще бывает. Можно сырой картофель есть, потому что сырой картофель устраняет камнеобразование в почках. Принимать мой препарат называется Депосалт. Второй препарат Уролиз, Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Препараты калия, даже калий йодид можно принимать. Еще раз до свидания, будьте здоровы. Забыл сказать, есть препарат, который устраняет камни в почках. Называется он Нефромакс. Нефромакс. 2 таблетки 3 раза в день. Ну хотя бы месяц. Заметно улучшится его состояние, будет в восторге. Ну а сейчас дайте возможность врачам помочь вашему зятю быть здоровым человеком. И еще раз несколько слов. Препараты, о которых я говорил сегодня. Антитокс, энтеросорбент, окситоцин, спрей для носа, йод содержащие препараты. Далее цистин, о нем я сегодня говорил в самом начале, очень рекомендую. Я могу сказать, что на фоне приема цистина я молодею. Я принимаю коллаген и цистин, а также принимаю антитокс. Потрясающий внешний вид. Живот уменьшается, самочувствие улучшается. И самое приятное — это колоссальный процесс омоложения организма. Очень рекомендую, вот используйте. Ну и мой любимый препарат Минераликс, который имеет в своем составе, там, по-моему, 14 минералов. Наш организм имеет, как правило, дефицит минералов, и мы не знаем, какие. А данный препарат — это хелаты минеральные хелаты, это наноквахилатическое железо, висмут, ванадий, кобальт и так далее. Есть целое видео, вебинар, который я проводил, где рассказывал о каждом из данных веществ, которые есть в нашем организме, и о том, как они влияют на наше здоровье. И говорил о дефиците данных веществ, говорил, как этот дефицит или каким заболеваниям приводит дефицит. Дефицит йода, дефицит кобальта, дефицит серы, дефицит кальция, дефицит фосфора и так далее, и так далее. Ну и все виды такого дефицита способен устранить препарат, который называется Минераликс. Для того, чтобы быть молодыми, красивыми и никогда больше не болеть. Все препараты можно приобрести, перейдя по ссылке, которая вот здесь опубликована, tfduiko.com, а также набрав операторов. Также хочу сказать, что всегда на нашем сайте есть акции, есть акционные продажи. Будьте здоровы вместе с компанией «Тибетская формула», не болейте и берегите себя и свои семьи. До свидания, друзья. Слава, выключай.
Славик,